Привет, друзья! Начинаем обзор бета-гамма радиометра DP11B. Удивительно, но я очень долго не хотел покупать этот радиометр, тянул до последнего. Мне DP11 казался странным, а еще я был практически уверен, что он не заработает. Радиометры DP11 производились более 60 лет назад. Разве есть шанс того, что выпущенный в конце 50-х годов 20 века ламповый прибор окажется рабочим? Однако все остальные приборы уже пополнили мою коллекцию, и вот пришла очередь DP11. Когда он ко мне приехал, я даже не торопился его подключать, тем более для этого нужна 80-вольтовая анодная батарея. Ну вот, наконец, руки дошли до изготовления батареи. Я все сделал, повернул ручку, и прибор включился. Я произвел настройку питания, переключился в режим измерений и услышал щелчки в телефоне, а стрелка отклонилась. Это было неописуемое удовольствие. С того момента я зафанател от прибора. DP11 – это первый советский военный бета-гамма радиометр, по крайней мере из серийных приборов. Предназначение DP11 – это определение уровня загрязнения имущества, каких-либо объектов, продуктов питания, а также одежды и кожных покровов личного состава. До появления этой модели не было приборов с подобной возможностью. Существовали только рентгенметры на основе ионизационной камеры, но такие приборы не были пригодны для определения малых доз радиации. И вот, наконец, в первой половине 50-х появился бета-гамма радиометр DP11A, а вслед за ним и DP11B. И коренное отличие от рентгенметра – это использование газоразрядного счетчика Гейгера STS-5, который способен обнаруживать небольшие дозы. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к обзору прибора. Комплект DP11 поставляется в деревянном укладочном ящике. Это неизменно для любого армейского оборудования. Ящик сам по себе большой, 89 см в длину, 13 в высоту и 22 см в глубину, и тяжелый. 5 кг весит только сам ящик, а весь комплект в сборе 10 кг. Окрашен в цвет хаки, причем вместе с фурнитурой. Крепление фурнитуры в основном на заклепке. Открыв крышку, мы сразу видим весь комплект, который состоит из радиометра и его имущества. Надо сказать, что сейчас практически невозможно найти DP11 в самой полной комплектации со всеми аксессуарами и запчастями. Мне также не удалось этого сделать, поэтому кое-чего не хватает, а кое-что я укомплектовывал дополнительно. Однако все основные предметы есть. Вот на этом листке приведена полная комплектация радиометра DP11B. В ней есть все для простого ремонта приборов в полевых условиях. Схема раскладки имущества наклеена на внутренней стороне крышки. Это удобно, сразу знаешь, что куда класть после использования. Итак, в центре ящика у нас хранится пульт радиометра, а также его приемная гильза. Так раньше называли блок детектирования или зонд. Для находящегося на конце кабеля разъема предназначен собственный отсек. В левом отделении находятся головные телефоны и кабель зонда. В маленьком отсеке выше должен храниться инструмент, отвертки и ключ, однако у меня его нет. Правее от прибора есть несколько отсеков с запчастями. Здесь у нас имеется коробочка с запасным счетчиком STS-5, а также две коробочки с запасными радиолампами 1B1P и 2P1P. К сожалению, у меня всего одна коробочка, однако в ней есть и та, и другая лампы. Также здесь есть отделение для анодной батареи. Здесь же хранятся ремни для крепления прибора на теледозиметриста. Справа на специальном креплении хранится радиоактивный контрольный источник для проверки работоспособности прибора. На внутренней стороне крышки ящика находится документация и бланки графиков для измерения. К сожалению, у меня отсутствует формуляр от прибора, однако техническое описание все же есть, и это главное. Теперь рассмотрим устройство радиометра. Пульт заключен в алюминиевый корпус, и он довольно компактный, 260 на 115 на 175 мм.
Масса пульта 2,5 кг без батареи. Он имеет откидывающуюся крышку. На крышке предупреждающая надпись: «После работы выключи прибор». Эта надпись неспроста. Дело в том, что радиолампы недолговечны. Если забыть отключить питание, то в какой-то момент они могут выйти из строя. Под крышкой мы видим лицевую панель. В центре расположен микроамперметр. По нему снимаются показания. Обратите внимание, что это очень редкий прибор с левым ходом стрелки, и в обесточенном состоянии стрелка находится справа. В правой части поворотный переключатель, с помощью которого включается DP11B, устанавливаются режимы настройки питания радиоламп, а также выбираются поддиапазоны для измерений. Слева внизу два регулятора: накал для настройки напряжения накала ламп и анод для настройки анодного напряжения. Чуть выше регулятор нулевого положения стрелки, установка нуля. Он также совмещен с кнопкой обнуления показаний «Сброс». Слева гнездо для подключения головных телефонов, чтобы можно было определять интенсивность излучения на слух. И здесь же шильдик с указанием модели прибора и серийным номером. И, наконец, имеется кнопочный выключатель освещения шкалы измерительного прибора. В углу расположен 8-контактный разъем для подключения зонда. В нерабочем состоянии он закрывается резьбовой крышкой. Крышка крепится с помощью цепочки, и для нее предусмотрено специальное крепление для хранения, чтобы она не мешала работать с прибором. На внутренней части крышки слева нанесена градуировочная таблица. Как вы уже обратили внимание, на шкале микроамперметра нет градуировки в единицах измерения ионизирующего излучения. Поэтому мощность измерения в миллирентгенах час или в количестве распадов определяется по данной таблице. Попозже мы узнаем, как с ней работать. Для работы в темноте предусмотрена подсветка шкалы с помощью 1-вольтовой лампочки. Она светит очень тускло, но при желании показания все-таки можно разобрать. Справа находится краткая инструкция по работе с радиометром. И в средней части крышки очень удобное смотровое окно. Если стекло разобьется, его очень просто поменять, ничего разбирать не требуется, крепление всего лишь на 2 винтах. Нижний кожух прибора крепится с помощью 2 накидных замков. Это очень удобное решение. Чтобы открыть корпус, никаких отверток не нужно, и все делается за секунду. Доступ к внутренней части прибора необходим для установки батарей. Для питания DP11 требуется 2 типа батарей. Первый – это элемент 2S на 1,6 вольта в количестве 2 штук. Это уже знакомые нам элементы, они применялись во многих дозиметрических приборах. Такую батарейку можно заменить любой современной на 1,5 вольта, и все будет работать. Вторая батарея – это GB80, она же 87 PMCG. Она имеет напряжение 87 вольт и предназначена для питания анодов радиоламп. В настоящее время таких батарей не существует, даже картинки найти сложно. Поэтому, чтобы обеспечить функционирование прибора, необходимо либо спаять преобразователь питания, либо собрать батарею из нескольких батареек крона. Я с электроникой не особо дружу, поэтому пошел по второму пути, купив 8 крон и спаяв их последовательно 80-вольтовую батарею. Эту сборку я обтянул термоусадкой, и вот что у меня получилось. 80 вольт вполне хватает для питания DP11. Ток потребления ламп очень маленький, так что анодная батарея рассчитана на очень длительный срок работы. А вот потребление прибора от элементов 2S гораздо выше. Именно поэтому используются 2 таких элемента. Изначально они подключаются параллельно. У каждого есть свой разъем для подключения. Батарея номер 1 и номер 2. Когда ЭДС элементов падает, с помощью перемычек их можно переключить в последовательный режим работы. И таким образом получить возможность проработать еще какое-то время. От одного комплекта оригинальных батарей прибор должен работать до 50 часов. На корпусе DP11 есть 4 петли для крепления ремней. Вообще этот прибор задумывался для переноски на груди.
и его оригинальные ремни скреплены посередине в форме креста. Но у меня, к сожалению, не было оригинальных ремней, поэтому я взял два обычных ремня от дозиметров. Один для ношения на шее, другой ремень для пояса. Два ремня использовать обязательно, потому что иначе прибор будет наклоняться лицевой частью вперед, и с ним будет крайне неудобно работать. Теперь давайте рассмотрим принимающую гильзу. Как видно, это довольно массивная алюминиевая труба диаметром 26 мм. Длина зонда 90 см, масса 1,2 кг. Он очень качественно окрашен, как, впрочем, и весь прибор. Имеет удобную прорезиненную ручку. А на конце зонда приемная головка из анодированного алюминия. Особенность зонда в том, что внутри труба не пустая. Там находится вторая часть электронной схемы прибора, высоковольтный генератор для питания счетчика STS-5, а также усилитель и преобразователь сигналов, и, конечно же, счетчик Гейгера. Головка зонда, где размещен счетчик, имеет поворотный шарнир. За счет этого головку можно устанавливать в двух положениях: угловом, где угол наклона составляет 120 градусов, и прямом. Обычное рабочее состояние угловое. В этом положении проводятся основные замеры почвы, каких-либо поверхностей, предметов и личного состава. Но если есть необходимость провести замеры в узких местах, то головку можно перевести в прямое положение. Газоразрядный счетчик расположен внутри алюминиевого стакана во внутренней части головки. Толщина стенок стакана 5 мм, но в нем есть и прорезанные щели, прикрытые тонкой фольгой. Это необходимо для того, чтобы пропускать бета-излучение, которое почти свободно проходит сквозь фольгу, но не проходит сквозь стенки стакана. Снаружи стакан имеет поворотную оболочку толщиной 4,6 мм, выполненную из алюминия. В ней также есть 10 прорезей с одной стороны. Они такие же, как и внутренние прорези в стакане. При совмещении прорезей бета-лучи свободно проходят внутрь головки и попадают на счетчик. Это и есть самый чувствительный режим работы зонда B1. Если повернуть внешнюю оболочку на 120 градусов, то мы переключим зонд в режим B2, где имеется всего лишь одна прорезь. Таким образом, мы сократим бета-поток в 10 раз. И, следовательно, чувствительность прибора по бете упадет в 10 раз. Если еще раз повернуть головку, мы перейдем в режим G, в котором бета-окна полностью закрыты, и на счетчик попадает только гамма-излучение, которое свободно проходит сквозь все слои алюминия. Длина кабеля зонда около 1 метра. Зонд полностью герметичен. Его можно погружать в воду на глубину до 20 сантиметров. Для защиты от радиоактивного загрязнения никаких дополнительных средств в комплекте не предусмотрено. Однако в инструкции написано, что с такой целью необходимо использовать резиновый чехол. А если зонд загрязнился, для деактивации его нужно просто вымыть. Теперь ответим на вопрос, на какие мощности ионизирующего излучения рассчитан ДП-11Б. Диапазон измерений по гамме невелик, всего лишь до 20 миллирентген в час. В режиме B1 можно замерять бета-поток мощностью до 100 тысяч распадов в минуту с квадратом сантиметра, а в режиме B2 до 1 миллиона распадов. В ДП-11 используются высокоомные головные телефоны TA4 с сопротивлением 2200 Ом. Правда, у меня в комплекте немного другие. TA56M на 1600 Ом, но они работают также хорошо. Телефоны необходимы для работы, потому что с их помощью определяется правильная работа преобразовательного напряжения, а также оценивается ионизирующее излучение на слух. Давайте теперь перейдем к процедуре подготовки прибора к работе. Она начинается с установки батареи. Прежде чем это делать, необходимо, во-первых, выключить прибор, во-вторых, отсоединить зонд, в-третьих, регулятор напряжения ламп перевести в крайнее положение против часовой стрелки. Теперь можно устанавливать и подключать батареи.
Батарея установлена, подключаем зонд. Без установленного зонда прибор работать не будет. И также подключаем головные телефоны. Наконец, можно включить DP11. Переводим переключатель в положение накал. Теперь следует отрегулировать напряжение накала ламп, для чего нужно поворачивать регулятор, пока стрелка не установится на отметку N на шкале. Повторяем те же действия для режима анод. Итак, питание настроено. В дальнейшем полную процедуру повторять не надо. Нужно лишь контролировать, чтобы стрелка устанавливалась на метке. В головных телефонах слышен звук преобразователя напряжения. Значит, все в порядке и можно переходить к измерениям. Переключаемся в поддиапазон 2. Это поддиапазон для измерения больших активностей до 20 миллирентген в час или до 1 миллиона распадов в минуту. Время установки показаний на первом поддиапазоне 1 минута, на втором полминуты. Давайте вначале для простоты замерим мощность гамма-излучения от таких часов с радиовой светомассой. Переключатель прибора у нас находится на втором поддиапазоне. Поскольку мы измеряем гамму, то головку зонда переводим также в режим Г. При этом до счетчика доходит только гамма-излучение. Подносим источник головки. В головных телефонах отчетливо слышны щелчки, которые создаются гамма-квантами. На шкале мы видим, что стрелка установилась примерно на отметке 44. Смотрим по градуировочной таблице по второй колонке, что это значит. 40 это у нас 1,4 миллирентгена в час по гамме. Ну а 44 приблизительно 1,7-1,8 миллирентген в час. Это полностью соответствует результатам измерений, сделанных другими приборами. Я уже неоднократно замерял радиоактивность этих часов, и по мнению большинства радиометров она примерно равна 1,7 миллирентген в час. Результат одинаковый. В описании прибора указана допустимая погрешность 50%. Теперь определим интенсивность бета-потока от того же источника. Для этого нам нужно провести еще один замер, при котором бета-окна будут открыты. При этом на счетчик будет попадать суммарное излучение бета плюс гамма. Для этого поворачиваем головку в режим B1. Замеряем мощность излучения. Стрелка установилась на показании 56. Это значение соответствует примерно 15 тысячам распадов в минуту с квадратного сантиметра. Напомню, это суммарная цифра для бета плюс гамма. Теперь из этого числа нужно вычесть результат первого измерения, то есть гаммы. Если помните, стрелка у нас была на цифре 44. Что соответствует примерно 8,5 тысячам распадов. Итого из 15 тысяч вычитаем 8,5 тысяч и получаем, что мощность бета-потока составляет порядка 6,5 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. Конечно, это очень условный замер, он годится только для демонстрации работы прибора. В реальных условиях точечные источники не измеряют. Необходимы объекты с достаточно большой площадью, чтобы полностью накрывать счетчик. Да и замеры объектов производятся не вплотную, а на расстоянии от 1,2 до 3 см от поверхности. Давайте проведем еще несколько замеров различных источников. Вот, например, у меня есть контрольный источник от радиометра DP12. Это чистый бета-источник. Он маленький, но мощный. И мы можем продемонстрировать работу в режиме B2. Устанавливаем головку в этот режим и прикрепляем источник.
Считываем показания по шкале около 90. Смотрим соответствие в нужной колонке. У нас получается где-то 800 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. Однако это было бы верно, если бы источник не был точечным, как у нас. А в данном случае, конечно же, данный условный замер не имеет никакого отношения к реальности. А умеет ли ДП-11Б работать со слабыми источниками? Давайте проверим. Вот, например, урановое стекло. Головку переводим в режим бета-1. А переключатель поддиапазонов ставим в режим 1. На первом поддиапазоне можно регистрировать излучение до 400 микрорентген в час или до 2000 распадов в минуту. Снова в телефонах слышим щелчки и следим за показаниями на микроамперметре. Стрелка показывает 48. И вот получаем по таблице примерно 500 распадов в минуту с квадратного сантиметра. А давайте теперь я возьму совсем слабый источник, датчик дыма. Сможет ли прибор его почувствовать? Да, как видно, стрелка показывает увеличение фона. Кстати, мы еще не рассматривали функциональность вот этого регулятора. Кнопкой «Сброс» можно быстро обнулять показания, чтобы начинать повторный замер. А ручка «Установка нуля» нужна, чтобы скорректировать положение стрелки на нулевой метке. Это может потребоваться в случае, если изменилось напряжение на батареях и стрелка не занимает нулевое положение. Для корректировки нужно нажать кнопку «Сброс» и, не отпуская ее, настроить положение стрелки регулятором. Для проверки работоспособности прибора в комплект входит контрольный источник. Он представляет собой изотоп кобальта-60, помещенный в защитную оболочку. К сожалению, в моем комплекте контрольного источника не было, поэтому я сделал вот такой муляж, визуально близкий к оригинальному. Вот так он выглядит. На металлической пластине выбит серийный номер и дата производства. Пластина крепится к держателю заклепками. На одной из ножек имеется отверстие и перекрестие. Для проверки исправности прибора необходимо переключить головку в режим Г и надеть источник так, чтобы метки в виде креста совпадали. Затем прибор переводится в режим измерения на втором поддиапазоне, и оператор проверяет, совпадают ли показания с расчетными. Но что же у нас есть сегодня? Кобальт-60 – это гамма-бета-источник с периодом полураспада в 5 с небольшим лет. При распаде кобальт превращается в стабильный никель-60. С момента производства этих источников прошло уже примерно 12 периодов, следовательно, активность нуклида сократилась в 4000 раз. И сегодня даже сохранившиеся контрольные источники от ДП-11 ничего не излучают, кроме, возможно, единичных квантов, которые можно унюхать только очень чувствительным прибором. Поэтому мой муляж по ионизирующей способности не сильно отличается от настоящего источника. Давайте теперь ознакомимся с внутренним устройством радиометра ДП-11Б. Для начала осмотрим пульт. Мы его уже открывали, но только для установки батареи. Вот здесь мы видим 3 подстроечных резистора. Первый из них нужен для настройки напряжения питания газоразрядного счетчика. Это может понадобиться при замене лампы или счетчика. Для настройки нужно ручкой анод установить
стрелку на деление 54, затем вращать регулятор, пока не заработает счетчик, то есть пока в телефонах не появятся щелчки. А остальные два регулятора нужны для настройки чувствительности поддиапазонов 1 и 2. Иными словами, речь идет о градуировке прибора, которая проводится в мастерских. Чтобы получить доступ к элементам электрической схемы, необходимо убрать пломбу с винта, затем отвинтить винт и снять экран. Здесь мы видим электронные компоненты. Это электронная лампа 1B, 1P. Она защищена металлической оболочкой. Лампа здесь служит усилителем тока в цепи лампового вольтметра. Также видно большие конденсаторы интегрирующего контура. Потенциометры регуляторов. Заднюю часть головки микроамперметра. Здесь также открывается доступ к 1-вольтовой лампочке подсветки. Внизу расположен трансформатор. И слева от него дроссель эквивалент телефонов. Он включается при отключении телефонов от гнезда. Следующим шагом откроем электронную схему зонда. Чтобы вскрыть зонд, необходимо сделать следующее. Сначала открутить ручку. И сдвинуть ее вниз по кабелю. Затем вывернуть стопорный винт, находящийся под пломбой. После этого можно выкрутить гайку. Ее также нужно сдвинуть вниз вместе с шайбой. Теперь можно потянуть наружную оболочку, пока каркас с элементами не выйдет наружу. Смотрите, как интересно устроена электроника. Это конденсатор. За ним идет высоковольтный трансформатор для питания счетчика Гейгера, которому нужно напряжение 400 вольт. Здесь мы видим лампу 2P, 1P, работающую в схеме блокинг-генератора. Далее селеновый столбик для выпрямления тока, различные конденсаторы и резисторы. Это все детали высоковольтного преобразователя. Вот маленький патрон с силикагелем, который поглощает влагу. Правда, оригинальный силикагель я заменил на новый. Жаль было менять, но боюсь, что старый потерял свои свойства, а тут главная функциональность. А вот здесь видно лампу 2P, 1P, которая работает в нормализаторе сигналов газоразрядного счетчика и кое-какие детали в виде резисторов. Обратите внимание, как все аккуратно сделано и как все продумано с инженерной точки зрения. Лампы установлены в панельке с держателями, повсюду винтики. Подумайте только, сколько операций на производстве проделывается, чтобы все это собрать. Просто проникаешься уважением к тем, кто это разработал и создал. И ведь эта техника работает до сих пор. И напоследок разберем головку блока детектирования. Откручиваем торцевой винт. И снимаем крышку. Также снимаем поворотную оболочку, нижнюю втулку и пружину. Теперь нужно открутить винт на хомуте и сдвинуть хомут. После этого можно открутить накидную гайку и снять экран. Вот это тот самый экран, о котором мы говорили в первой части обзора. Фольга окрашена в зеленый цвет для удобства ориентирования. Под ней в алюминиевом корпусе стакана есть 10 прорезей для бета-лучей. И, наконец, здесь мы видим то, что вдыхает жизнь в прибор. Счетчик STS-5. Он крепится в цанговом зажиме плюсом к патрону.
Вот так интересно устроен зонд ДП-11. Напоследок осталось рассмотреть техническое описание. Прекрасная подробная книга, которую приятно держать в руках, с картонной обложкой. Переплет укреплен специальной тканью. Давайте быстро пролистаем страницы для ознакомления. Назначение радиометра. Технические данные прибора, его цифровые характеристики. Описание устройства пульта и зонда. Полная процедура подготовки к работе. Правила эксплуатации радиометра. Как за ним следить, от чего уберегать. Упрощенное описание или блок-схема прибора. И более подробное описание электрической схемы, где тщательно описан принцип работы всех компонентов ДП-11. Описание устройства конструкции прибора, пульта и зонда. Здесь описано, что как устроено, где крепится и где находится. И приведены инструкции по вскрытию пульта и зонда. И также указания по мелкому ремонту и настройкам. Далее идет подробная методика градуировки прибора. В следующей главе список возможных неисправностей. А после него спецификации электронных компонентов. В приложении принципиальная схема ДП-11Б. Графики градуировки. Как видно, чувствительность прибора нелинейная, и для более точных измерений следует пользоваться графиком, а не таблицей под крышкой. Это у нас режимы работы головки зонда. И в конце большая монтажная схема. Давайте вкратце рассмотрим блок-схему прибора, чтобы понять, как он работает. Газоразрядный счетчик СТС-5 питается от высоковольтного генератора. При попадании в счетчик ионизирующих частиц в нем возникают импульсные разряды тока. Эти разряды нормализуются, то есть калибруются по амплитуде и длительности в усилителе-ограничителе. В результате токовые импульсы на выходе становятся примерно одинаковыми по величине. Через зарядный диод они попадают в интегрирующий контур, где суммируются, то есть накапливаются в конденсаторе. Напряжение импульсов таким образом преобразуется в постоянное напряжение. Итоговое напряжение подводится к контуру лампового вольтметра. Чем выше частота импульсов, тем выше итоговое напряжение, и тем больше отклоняется стрелка измерительного прибора. Для прослушивания импульсов есть головные телефоны. Ну а работает схема от блока питания. Если помните, в начале я упоминал радиометр ДП-11А. Это очень редкий прибор, я даже не уверен, что такие экземпляры сохранились до наших дней. Он отличается от ДП-11Б тем, что головка зонда имеет не один, а два поворотных экрана. А кроме того, у прибора другие номиналы резисторов интегрирующего контура, благодаря чему отличаются диапазоны измерений. По гамме до 30 миллирентген в час, а по бете до 600 тысяч распадов в минуту с квадратного сантиметра. В 50-е и 60-е годы радиометры ДП-11Б получили широкое распространение, и их можно встретить во многих книгах, посвященных дозиметрическим приборам. Вот, например, в книге «Гражданская оборона» 1972 года есть глава о ДП-11Б.
хотя в то время уже использовались радиометры ДП-12 и гораздо более совершенный радиометр-рентгенметр ДП-5А. Интересная книга 1963 года «Ремонт войсковых дозиметрических приборов» содержит целый раздел о ремонте ДП-11. А вот, например, в книгу 1970 года «Основы дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы» ДП-11 уже не попал. Его место заняли более поздние радиометры. В конце хочу показать несколько кадров из фотохроники, где запечатлен ДП-11. А еще его можно было встретить и в обучающих диафильмах. Ну что же, друзья, мой обзор, наверное, уже сильно затянулся и пора его заканчивать. Но если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. В конце я хочу поблагодарить Большого П за огромную поддержку моего канала, а также Ивана из Народного штаба гражданской обороны за фотоматериалы. Спасибо вам и спасибо всем зрителям. До новых встреч!